Всем привет! Сегодня мы снимаем третью тренировку, запрыгиваем в свой рост. Сегодня у нас мы будем чисто тяжелоатлетическая тренировка. У нас сегодня будет тройная тренировка. Это не учитывая еще утреннюю разминку. В 8 утра у нас разминка, мы ее снимать не будем, потому что там мы просто бегаем, разминаемся, работаем немножко с грифом, чуть-чуть подтягиваемся и все. Хотя нам пишут, чтобы мы сняли целый день полностью, как просыпаемся, как этот, но вообще сейчас не об этом, хотя об этом тоже, но потом. Так, сегодня будет на первой тренировке я объясню, какие наши тяжелоатлетические упражнения, как они развивают взрывную силу, как мы думаем. Я еще хотел бы вернуться немножко к технике прыжка, но это мы снимем на четвертой тренировке. Итак, сегодня у нас, как я говорил уже, чисто тяжелоатлетическая тренировка. Две предыдущих видео у нас было, в принципе, легкоатлетические тренировки, где мы занимались разнообразными прыжками и там, упражнениями из легкой атлетики. Сегодня у нас практически 100% будет, кроме третьей тренировки, упражнения тяжелоатлетические. Я хотел подчеркнуть, что мы не подстраиваем специально свой план под заданный прыжок, а тренируемся. Так как у нас практически все упражнения, кроме там каких-то видов тяг и жимов, развивают взрывную скорость, мне кажется, что вот данные упражнения помогут не только тяжелоатлетам, а также помогут легкоатлетам. Я знаю, что очень многие тренируются для развития взрывной силы. Это борцы, бокс, дзюдо и многие виды спорта, которым нужно развить, увеличить свою взрывную силу. Итак, начнем. Первое упражнение – это свисы ниже колен, тяга рывковая, уделяем тому моменту, чтобы локтевой сустав поднимался вверх, чтобы как можно выше, да, то есть хотя бы доходил до уровня плеча. Чтобы выполнить это упражнение, нужно сделать довольно серьезный подрыв, который развивает взрывную силу. Вот она, работа идет в этом плане, и от 100 килограммов, 100-110 килограммов, в принципе, 4 подхода по 3 раза, я думаю, что дадут начало развития. Свиса. Не выходи на носок. Не выходи на носок. Не выходи на носки. Вот, только локоть. Слайк, я взрыва не замечаю никакого. Взрывное движение должно быть. Не вышел на носки, не выходи. Не выходи, только руки. Так, нога закончила, рука подхватила. Иначе это опоздание будет. Итак, второе упражнение – это свисы ниже колен, рывок. Свисы ниже колен, с этого положения намного удобнее акцентировать именно подрыв. Именно подрыв, и поэтому движение получается скоростнее и быстрее. У нас через месяц первенство Европы будет, в котором мы планируем участвовать, и поэтому сейчас мы добавляем все больше и больше специализированных упражнений наших. Это рывок классический, подъем на грудь, толчок, которые именно сами по себе и развивают взрывную силу. Не выходи на носок, руками, держи накрыв руками. Локоть. Чуть-чуть подпрыгнул, не надо. В локоть. Хорошо. Хорошо. Рука сработала в подрыве, Слайк. Сейчас мне меньше понравилось, подпрыгнул.
Следующие упражнения, я их сразу о них расскажу, обо всех, и потом их покажем. Тяга рывковая медленная до колен. Очень, мне кажется, интересное упражнение, его мало кто использует, а мы почему-то вот интуитивно считаем, что оно вот в такой в обратной динамике, скажем так, не на ускорение рассчитано, а наоборот на замедление темпа. И постоянно вот как бы хочешь его здесь ускорить, а сам себя заставляешь медленно протягивать. Оно почему-то, если его дозированно давать, причем и приседания, и тяги, в итоге нам кажется, что оно содействует очень хорошему развитию взрывной силы. И вот дальше 4 упражнения мы будем чередовать, то есть вот с обратной динамикой, да, которая, то есть медленно, когда спортсмен заставляет себя медленно тянуть, наоборот, с очень скоростным упражнением. То есть мы сейчас делаем тягу рывковую медленно до колен, ну, в районе там 140-150, 3 подхода по 2 раза. Следующим упражнением выпрыгивание поделаем, то есть где максимально будем отталкиваться, максимально давать взрывной импульс. Следующее упражнение снова вот с этой, с отрицательной динамикой, приседание на плечах медленно, поставим вес килограмм 120-130 и медленно, охота его упасть, а спортсмен специально будет медленно продавливать его и также вставать медленно. И четвертое упражнение после него снова будет скоростное, на грудь концовка, то есть это вообще самое максимально быстрое упражнение, которое, ну, наверное, которое может показать штангист. Здесь у него удобный хват, в рывке он еще не может всю скорость показать, широким хватом неудобно, сковывает плечевой пояс, а толчковым хватом спортсмен может показать максимальный весь взрыв, импульс весь и развить максимальную скорость в этом упражнении. И вот мне кажется, что чередование вот этих упражнений, то есть с отрицательной динамикой на максимальный импульс, с отрицательной динамикой на максимальную скорость, даст определенный эффект, и мы уже проверяли, допустим, уже много лет проверяли, эта методика дает положительный эффект. И мне кажется, что именно вот этот метод, он будет полезен не только тяжелоатлетам, но это будет полезен и легкоатлетам, и борцам, и другим видам спорта, которые хотят развить именно взрывную силу. Вот это чередование отрицательной динамики с положительной. Накрыва побольше. Сайк, ты не то упражнение делаешь, там медленная тяга. Медленно поднял, медленно, плавненько опустил. Можешь не сильно медленно делать, но чтобы это было очень-очень плавно. В негативном динамике. Вот так. Не бросай штангу. Именно в негативной динамике, да. Не бросай штангу, очень медленно делай. Ну, не медленно, а плавно опускай. Вот так, хотя бы так. Медленно. Медленнее опускай. Быстро. Выпрыгивай, на носок не выходи, только с пятки. Приподними носок. Активнее, сильнее. Плохо. Медленнее. Медленнее приседай. Садишься быстро. Не выходи на носок. Ниже колен. Слабый, подрыв слабый, взрывной, нету работы. Не выходи на носки, на пятки. Вторая вечерняя тренировка наша будет состоять из рывка с плинтов.
Рывок с плинтов 140 килограммов, 4 подхода по 3 раза. С плинтов, еще раз, это примерно то же самое, что с виса ниже колен. Мы убираем вот эту часть дотягивания до колен. И почему именно с колен где-то? Потому что если мы поднимем выше, то будет уже мало амплитуды для создания эффективного подрыва. А именно с колен и разгона хватает, и именно то положение, в котором спортсмен максимально может показать свое усилие в подрыве, следовательно, развить взрывную силу. Более ровным движением. Славик, а что подтопываешь? Что выходишь подтопываешь? Ну, отходишь и скользишь, держи угол и до конца работы. Не козли, Славик. Потом тебе покажу, прям однозначно отпускаешь накрыв и козлишь. Удерживай накрыв. Все равно чуть-чуть подкозлил, так динамика отличная. Ну и подкозлил немножко, убирай эти там 5 сантиметров пяткой, убирай их. Не козли, только руками работай. Подтопывание убери, подтопывание. Уже нету такого вот этого нету дикого топа, но подтопывание есть. Убери. Про накрывчик не забывай. Впереди сильно оставил. Сюда вывел метро, рукава, груди впереди оставил. Фиксируй. Переход в подрыве хороший. Руки чуть-чуть сегодня, вот как с утра сегодня, не важно работают сами руки в концовке, так и сейчас. Вот так, да. Раз топот был, значит чуть закозлил. То же самое, только больше стой на опоре, на пятках больше стой. Около груди работа руками очень хорошая. Добавь. Также не козли. Запрыгнул под нее, слышь? Локтем повыше работай, повыше, сильнее. Сейчас немножко, оп, и запрыгнул под нее. Просто локтем сработай вверх, обозначь, не садись. Но локтем сработай, сейчас немножко поверну локоть. Еще повыше. Хорошо, еще чуть повыше локтем. Сейчас то же самое, не садись, не фиксируй, не вставай. Вот так, только повыше локтем. Сейчас отпрыгнул назад, сейчас хуже было. После рывка с плинтов, где
я думаю, что это самое сильное упражнение во всем сегодняшнем цикле, дневном цикле, который развивает взрывную силу. Дальше будут два упражнения: тяга рывковая, 175-180, 4 по 4 будем делать. И дальше у нас приседания на плечах. Но приседания на плечах не простые, а так называемая атака. Сейчас я про них расскажу, я просто расскажу в целом. Тяга рывковые и приседания, они вроде бы не на развитие взрывной силы упражнения направлены, но в то же время это базовые упражнения, которые создают базу для развития силы всех крупных мышц, которые участвуют, ну, так как мы говорим о прыжке, да, то есть сейчас, поэтому то, что они развивают крупные мышцы, которые участвуют в прыжке. Тяга делает, скажем так, развитие тяга, это те же ноги, и спина держит угол во время прыжка. Прыгать ни в коем разу нельзя, отгибаясь назад, так же, как при выполнении наших классических упражнений. Спина держит угол, а работает тазобедренный сустав, ягодичные мышцы и правая мышца бедра. Тогда сейчас не будем в это углубляться. Смысл в том, что два этих упражнения, они напрямую не развивают взрывную силу. Но они стоят, так как утренняя тренировка а каждое упражнение было направлено на взрывную работу. На вечерней тренировке первое упражнение — максимальная взрывная работа. И потом 3 упражнения у нас будет просто на развитие силовой базы. И третья тренировка мы будем прыгать. Когда мы тренировались раньше, я даже использовал такое слово, оно не совсем правильно. Мы отпрыгиваемся после физической работы. Когда мы приседаем, когда мы тяги делаем, мы забиваемся. Упражнения медленные, они могут лишить спортсмена скорости, если на начальном этапе слишком сильно увлечься этими упражнениями. Поэтому спортсмена, особенно молодого, нужно обязательно отпрыгивать, чтобы он в конце тренировки или в целом во время тренировочного процесса как можно больше прыгал, чтобы он не потерял скорость. Если спортсмен в начале своего спортивного пути потеряет скорость, практически по всем видам спорта на нем можно ставить крест. Приседания, тяга рывковая у нас просто 4 по 4, банальная, обыкновенная самая тяга, потому что мы чередуем, мы не можем сделать сложную тягу, там, атаку или какую-то лесенкой сделать, потому что у нас после этого очень большие приседания атакой. А совмещать нельзя, риск травмы, а в первую очередь нужно на тренировках убирать риск и травмы. Мы эту тягу, какую-то более сложную, сделаем в другое время, на следующей неделе. Локтями, ни плечами не дергай, плечи на месте стоят. Ты в накрыве, а локти работают, и только на пятке. Вот так, сейчас на пятку смотрел, локти не видел. Только на пятке, не выходи на носок. И в прыжке это не нужно, и здесь. Локтем, а накрывчик держи. Не делай вид, что тебе тяжело, давай подходи нормально. Подрыв невразумительный какой-то, Славик. Локоть, держи. Чё ты, как таким подрывом что-то отрабатываешь, мне самому непонятно. Давай. Держи накрыв и локтем. Вот последний раз на что-то похожий. Правда, не могу понять на что, но что-то похоже на что-то. А куда подрыв девался? Забыл, что ли? Ничего. Еще один подход сделаешь, вспомнишь. Давай. Не плечами. На носок не выходи и плечами тоже не дергай. По-моему, сейчас получше было. Подожди, а 3 вроде сделал?
4? Что-то, может, мне в глазах уже мерещится. Ну, думаю, ты не будешь же меня обманывать. Ладно. Приседания. У нас будет 4 цикла приседаний. То есть первый цикл, планирую так. Еще неизвестно, как этот выполнит. Он постоянно все схалявить хочет. Вот. Первый цикл, это 185 на 5. Потом 195 на 4, 205 на 3. Закончили. 190 на 4, 200 на 4, 210, ну, на 3-2, в зависимости от его, в зависимости от его настроения. И третий цикл, это 195 на 3, 205 на 3, 215 на 2. Ну, здесь уже мы не будем гулять, веса большие, на данный момент довольно большие веса, и не надо делать большой люфт в них, иначе, опять же говорю, большой риск получения травмы. И последний, довершим это все приседаниями 190, 3 по 3, ну, в зависимости, там, как будет, можно будет и 2 подхода сделать, потому что ноги уже забьются. И четвертое упражнение на этой тренировке будет приседание ноги широко. То есть, чтобы мы, как бы сказать, совсем добьем ноги, потому что мы потом в бане будем это отпаривать, будем отдыхать. Ноги на ширине плеч и именно продавливать таз в то состояние, в котором он должен срабатывать во время толчка с груди. Это же состояние, это же положение таза используется в прыжке. Именно в этом угле идет само отталкивание. Потому что уже конец рабочего дня, уже тяжело, столько упражнений, надо постраховывать. Кое-каких подходов можно разы немножко уменьшить. Я хотел сказать, что 3 достаточно, но что-то не успел. Нам работу надо делать, а не в одном подходе. Надо всю тренировку сделать, а желательно цикл длинный.
Что-то сейчас как-то легко сделал, да? Да, кстати, второе дыхание будет. Мне тоже даже обидно стало, что на 3 раза, а не на 4. Давай следующий подход добавь разы. На 4 давай. Хватит, не надо, не надо. Ну, пожелание похвальное. 4 раза сделать. Я учту это. Давай. Настрой себя, как будто только начал тренировку. Ты не устал. Нормально, здесь даже ты легче ее, лучше приседаешь, чем в начале тренировки. И вид бодрый, хороший, нормально, что ты. Три. Зачем ты с весом спрашиваешь? Че, план не смотрел, что ли? Там все написано. Славик, тренировка заканчивается. Сегодня тяжелая была тренировка. И взрывную скоростную работу сделали. Чтобы... Ну и третья тренировка, которую мы делаем после ужина. Мы ужинаем примерно в 7:30 до 8. Примерно тренировку начинаем делать где-то в районе 8:30 вечера. На этой тренировке так как мы на второй тренировке сделали очень много упражнений, всего одно взрывное было упражнение, остальные все были упражнения на развитие базовой силы, то на этой тренировке нам нужно отпрыгиваться, и я бы начал тренировку с грифом, скажем так, рывковые такие прыжки, рывковые, то есть ты берешь рывковым хватом, дотягиваешь до подрыва и заканчиваешь это движение прыжком с пятки, то есть не вытягивая ее дальше, потому что вытягивая дальше, нога не срабатывает полностью, а здесь именно прыжок в этом положении. Получается вот так. Вот это движение получается, оно кажется вроде бы и не совсем там именно развитие прыжка идет с виду, но на самом деле в очень правильном позиции, в очень правильных углах стоит, как нам кажется, спина, и очень правильно срабатывают ноги. Легче это учить. Ну и сами прыжки мы сегодня попрыгаем чуть на большую высоту, где-то в районе, наверное, 140-150 сантиметров. И думаю, на этом закончим. Ну, давай подальше. С пяток. Не выходи на носок. Ну так себе. Давай на несколько раз. С пяток, ни носок, не выходи. Тазом уходи. Хватит. Хватит. Славик, давай, вот эта последняя высота. Чуть-чуть попрыгни на нее, там, 2-3 раза. И пока на сегодняшний момент хватит. На носок не выходи. Тазом уходи назад. Хорошо. Еще разика 2. Не спрыгивай, слази через плинт. Через плинт слази, а то мне не нравится, что спрыгиваешь. Давай, на носок не выходи. Вставляй таз. На пяточке вся опора. Мне кажется, чуть-чуть узковато на старте ноги ставишь. Ну пока хватит, нормально. Давай взвесимся по-нормальному. Сколько? Подожди, убей руку вот эту, не видно ни хрена.
Меньше 71 весишь без одежды. 70 где-то 700. Что это за вес? Уважаемые зрители, уважаемые друзья, на этом сегодняшняя наша тренировка закончена. Пожалуйста, подписывайтесь на наши видео, тем более наш канал смотрят очень серьезные люди, олимпийские чемпионы. Я также рад вас видеть, земляков, здесь на сборах, и подписывайтесь на его канал. Все. Яркин. Спасибо, спасибо.